Всем привет! Вы на канале Миледи Анн. И сегодня я вам расскажу о секретах обольщения мадам де Помпадур. Мечта любой женщины – стать женщиной мечты. История оставила нам имена великих соблазнительниц. Маркиза де Помпадур, знаменитая любовница французского короля Людовика XV, в очаровании и привлекательности делала ставки на сюрпризы и неожиданности, новизну и интеллект. И сегодня я вам расскажу о некоторых ее секретах и даже рецептах. Я не буду вдаваться в подробности ее биографии и остановлюсь на двух основных секретах мадам де Помпадур – секрете красоты и кулинарном секрете. И, как гласит поговорка, дорога к сердцу мужчины лежит через желудок. Похоже, мадам Помпадур это прекрасно знала и использовала на все 100%. Самый главный секрет очарования – это и не самой красивой, не самой богатой, но самой умной женщины XVIII века состоял в тонком знании мужской психологии. Точно поняв, что нужно вечно скучающему и стареющему королю, мадам де Помпадур сумела очень красиво развеять его скуку, придумывая каждый день что-то новое и оригинальное. Итак, начнем. С секретов очарования и красоты. Во время свидания с Людовиком XV фирменные духи мадам де Помпадур, приготовленные ею самою, делали свое дело. Она смешивала несколько капель пота короля со всевозможными ароматами цветов. Спустя много лет ученые доказали, что запах собственного тела самый приятный для человека. Сама же Помпадур обожала сильные запахи. Портьеры ее будуара после ее смерти еще 20 лет сохраняли запах мускуса. В те времена мускус использовали как сильный афродизиак. Он помогал восстановить силы при повышенных нагрузках, вылечить от меланхолии и усилить мужскую энергию. Мускус сочетается с древесными, животными и кожными ароматами, привнося нотку чувственности. Мускус – уникальное ароматическое вещество, которое ценится в парфюмерии на вес золота. Строго говоря, он дороже драгоценного металла почти в 3 раза. Но в современной парфюмерии чаще всего используют синтетический мускус. Искусственные мускусы по запаху максимально приближены к натуральным. Не забывала мадам Помпадур и о заботе о себе. Она славилась ослепительной белизной и молодым видом своей кожи. Хотя дамы-завистницы утверждали, что когда король в нее влюбился, она была далеко не первой молодости. Перед сном она очищала лицо, используя смесь сахара с яичным белком. Это придавало коже белизну и сияние. После такой очистки на лицо накладывались телячьи отбивные или смесь из пчелиного воска, огуречного сока и спермацета. После такого вечернего ухода по утрам на лицо накладывался грим. Он обеспечивал эффект на несколько часов. На лицо обязательно ставилась мушка. Вена на шее мадам де Помпадур красила в синий цвет, чтобы подчеркнуть нежность и белизну кожи. Как оказалось, мадам де Помпадур использовала для поддержания своей красоты тазик со льдом, который перед сном протирала все свое тело. Такую же процедуру она повторяла каждое утро, а Людовик не мог и дня прожить без нее. Таким образом, она и законсервировала свою красоту. Также мадам де Помпадур старалась не находиться долго на открытом солнце и регулярно ухаживала за лицом при помощи масок с яичным белком и уксусом, хотя в наше время
Сегодня такой состав не считается безопасным. И, разумеется, с таким фарфоровым подтоном кожи мадам де Помпадур пришлось изобрести свой собственный оттенок румян. В те времена в основном дамы пользовались красным, смешивая различные оттенки цвета и усиляя яркость почти черными пигментами. Но для того, чтобы подчеркнуть свою бледность, мадам де Помпадур использовала специальные светлые розовые румяна для губ и щек. Этот оттенок даже получил соответствующее название в ее честь – розовый помпадур. А теперь перейдем к следующему секрету – кулинарному. Мадам де Помпадур изобрела рецепт риссолей – маленьких пирожков, жареных во фритюре и похожих на пончики с начинкой из сальпикона, фарша, нарезанного меленькими кусочками. Вы можете удивиться, но пончики с сальпиконом очень напоминают наши прожаренные в масле пирожки с мясом. Разницы практически нет. Отличие лишь в том, что мясо для французских пирожков варят часов так 5, пока оно не начнет распадаться на волокна. Именно фаршем из такого нежного мяса начиняют тесто. Затем обваливают каждый пирожок в панировочных сухарях и обжаривают в раскаленном жире. Говорят, что Людовик XV поедал их десятками. В те времена в роли афродизиаков врачи рекомендовали есть сельдерей, шоколад, трюфели и мясные бульоны. Маркиза де Помпадур очень серьезно относилась к еде, уделяя особенное внимание тем блюдам, которые, как тогда считалось, распаляли страсть и поддерживали любовный пыл. Перед каждым интимным свиданием с королем она обязательно выпивала чашку горячего шоколада с сельдереем и амброй. Да и любимый фавориткой миндально-бисквитный торт не без оснований считался полезным кушанием не только для желудка, ведь в его состав входили прославленный еще одним гурманом и неутомимым любовником Казановой ликер амбра, а также крем, в свою очередь состоящий из молока, сливок, сахара, муки, яиц и горького миндаля. В общем, съев кусок такого тортика, можно не бояться предательского упадка сил в минуту любовного свидания. Традиционно к афродизиакам относят и шампанское, поэтому маркиза предпочитала его всем прочим напиткам. Не только первосортное, из погреба старейшего парижского ресторана. В своем замке Бельвью она постоянно придумывала новые блюда и насочиняла их не меньше, чем иной профессиональный повар. Коньяком заботливой фаворитки были соусы. Во Франции к ним всегда относились с высочайшим почтением, не боясь усложнять иногда сверх меры, а маркиза де Помпадур придумывала соусы буквально головоломные. Так рецепт ее фирменного коричневого соуса к мясу на базе основного красного соуса с добавлением мадеры, шампиньонов, особого бульона, фюме, мясное желе, занимает больше 2 страниц. Кроме того, королевской фаворитке приписывают уникальные рецепты: филе рыбы, соль с трюфелями, холодной, отварной куриной грудки, солнечной баранины, тушеной в белом телячьем бульоне с теми же трюфелями, и многие другие уникальные рецепты, которые можно найти на просторах интернета. После себя она оставила на удивление много всяких милых и полезных изобретений, таких как особая огранка драгоценных камней, стиль маркиза,
бокалы, тюльпаны для шампанского, дамская сумочка, редикюль, высокие каблуки. Помпадур умерла в 43 года. Когда похоронная процессия повернула по направлению к Парижу, Людовик стоял на балконе дворца под проливным дождем, сказав: «Такую отвратительную погоду вы выбрали для последней прогулки, мадам». За этой, казалось бы, совсем неуместной шуткой скрывалась истинная печаль. С вами была Миледи Ам. Я надеюсь, вам понравился мой выпуск о секретах обольщения мадам де Помпадур, и вы смогли почерпнуть много полезной, интересной информации. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и я буду радовать вас новыми видео. До новых встреч! Всем пока!